Друзья, всем привет! С вами Ольга Старшая. Сегодня поговорим о вышивке. Как можно в Style 3D делать вышивку. Сразу спойлер. Супер какую-то вышивку, которую можно сделать через специальное приложение, типа где текстурировать можно, типа Substance Painter или что-то там еще от Substance есть. От Adobe есть какие-то приложения, не выйдет, но сделать хоть какую-то вышивку, в принципе, думаю, получится. Посмотрим, что у нас тут можно сделать вообще. Погнали. Так, я себе тут таймер поставила, чтобы не сильно забываться про время. Но не уверена, что уложусь прям в час. Это как всегда. Хорошо. Для того, чтобы добавить на ткань какую-либо вышивку, это все делается в Style 3D это все делается через графику. Вот у нас тут есть такая панелька, графика. У нас есть графика по умолчанию. Давайте рассмотрим, что это такое. Это картинка, логотип программы Style 3D, которая уже здесь всучена нам, чтобы мы с ней тренировались. Давайте на ней пока потренируемся. Что я могу сделать? Я могу вытащить эту картинку сюда. Так, не так. Мне нужно взять графику, инструмент. Она находится во вкладке Assets. И тычем ее сюда. Должна быть выбрана графика, и мы ее тыкнули. Хорошо. Когда мы ее тыкнули, мы можем ее отредактировать. Это нужно нажать кнопку Edit Graphic. Значит, я хочу, чтобы она у нас, например... так не получится. Я хочу ее расширить. Так вот, да. Да, не пытайтесь тут по центру как-то поставить. Для этого есть специальная кнопка Align Centered Pattern. Все. Уложилось все по центру. Так. Если я зажимаю Alt, оно у меня на одну сторону масштабируется. Если я ничего не зажимаю, оно масштабируется относительно центра. Давайте глянем, что тут получилось. В целом ок. Значит, пока что мы не видим никакой вышивки. Правильно, потому что у каждой графики нужно настраивать свой стиль. Значит, тычем в эту графику и идем вот в эту панель Property Editor и говорим, что Edit Graphic Style, что нам нужно отредактировать графический стиль. После этого мы попадаем в редактирование самой графики. Кстати, можно в паттерн-то не тыкать, а просто зайти сюда, тыкнуть сюда, и мы снова попадаем вот в эту менюшку. Редактирование графики. Мы здесь можем выбрать тип материала точно так же, как и на ткани. Например, можно сделать шелковый, да? Шелковый шейдер поставить. Вот она уже сразу вроде как шелковой стала. Можно что-то там блестящее, типа на какой-то пластик похоже. Что тут еще? Вельвет это шейдер бархата. Но это не очень похоже на бархат, потому что, если только очень мелкие. Потому что нету никаких ворсинок. Дальше кожа. Да, шейдер кожи, и так далее. Вы можете тут посидеть, поиграться с это металлический шейдер, пластик. Есть прикольный шейдер лазер называется. Он таким отливом. В общем, в зависимости от угла обзора он отливает разными цветами. Что еще тут есть? Дальше то, что подписано Render Only, то есть вы можете увидеть это только на рендере. В 3D-окне в стандартном режиме вы ничего не увидите. Свет – это шерсть, это свет. Гем – это камни какие-то. Дальше смотрим, что у нас тут еще есть. Так, стекло. Что-то оно тоже тут не стеклянное никакое. Наверное, надо настраивать. Глиттер – это всякие блестяшки. Я думаю, что тут тоже надо текстуры настраивать. Так-то шейдер... и он тоже на рендере только виден. И Subsurface Scattering тоже только на рендере виден. Substance – это режим, при котором уже можно делать Substance материал, и который можно сюда бахнуть. Но нам такой режим не надо.
Так, где вернуться? Мы просто... Ой, ребята. Я испортила графику. Ладно, все. Значит, в Substance это настраиваем материал, который можно вытащить из Substance. Ну, нам сейчас это не нужно. Значит, здесь мы выбираем Mate, как и было, но нам не это нужно. На самом деле, то, что нам нужно, настраивается чуть-чуть в другом месте. Значит, здесь есть такая волшебная галочка, называется Use Artwork Technology. Мы должны ее включить, чтобы использовать пресеты, которые есть у Style 3D. По умолчанию у нас стоит Default, то есть ничего. Ну, давайте посмотрим, какие пресеты у нас здесь есть. Первый пресет — это как раз-таки вышивка. Как он работает? У нас очень большая картинка, очень большая площадь ткани, поэтому наша вышивка прям... Что-то она тут прям совсем... Как будто ее тут крестиком вышивали. Давайте попробуем, знаете, что сделать? Я сейчас уменьшу, и мы посмотрим, как будет на более маленьком размере эта вышивка смотреться. Так, ну пока что ничего не изменилось, потому что вот здесь это мы настраиваем. Значит, потому что у нас здесь стоит Stitch Type Autofill. А нам нужно поставить, по-моему, Satin Stitch. О! И вот что мы получаем. Мы получаем такую строчку, как будто бы это все тут нашили этим, вышивку. Так, что еще мы тут можем сделать? Flat Stitch. Flat Stitch — это типа плоская вышивка, видимо, как машины это все шили. Что еще? Автофил. Ну, автофил вы видели. Автофил. Ага. Вот при таком размере он... то есть он выбирает либо flat, либо satin stitch, если мы ставим режим автофил, в зависимости от размера этой вышивки. Например, если я опять сейчас увеличу эту вышивку в размере, то очевидно, что такого огромного размера стежки у нас не будут. Поэтому, если мы поставим автофил, опять возвращаемся. Так, сначала переключимся на сатин. Потом мы переключимся на автофил. И она нам предлагает именно вот этот вот flat stitch. Если мы снова переключимся на сатин, то мы увидим, что наши стежки стали чаще, но длина их осталась прям такая слишком большая. Так, что в этой вышивке можно настраивать? Что можно настраивать? Мы можем настраивать цвет. Например, мы не хотим использовать те цвета, которые были в самой графике. Мы можем это перекрасить, как и в ткани. Просто берем любой рандомный цвет, окей. Только режим нужно не Multiply, а Recolor. И он оставляет тон графики, да, обесцвечивает ее и накладывает на нее вот этот вот розовенький цвет. Что мы можем сделать? Мы можем сделать галочку Desaturation, и он еще круче обесцветит это все, и что-то тут немного с цветом поменяется. Дальше. Если мы включаем эту галочку, то мы можем воздействовать на Shadow Intensity, интенсивность теней, да, и brightness, на яркость, интенсивность яркости. То есть, покрутив вот эти ползунки, можем добиться прям нужного нам цвета. Можно прям вообще сделать это просто тупо одноцветным. Ладно, нам это не надо. Мы поставим все как было и будем дальше смотреть. Так. Чё ж цвет-то не поменялся? Окей. Хорошо. Это первый режим, называется Embroidery. Дальше. Есть у нас режим стежков, называется Satin Stitch Loose какой-то. Давайте посмотрим, что на нем получается. Значит, стежки на нем такие же самые. Единственное, что шейдер меняется, как будто бы это шелковая нить. Мы вышивали шелковой нитью. Опять же, нам предлагается здесь режим автофил, flat stitch и satin stitch. То есть все то же самое.
Следующий режим Satin Stitch Padded. Это как будто бы стежки с большей выпуклостью. То есть можно здесь регулировать как будто бы насколько сильно они торчат. Ну и не только это. Тут можно что-то еще порегулировать. Ширину стежков, например. Пусть будет... Давайте 0,1 поставим, посмотрим, что будет. О, видите? Ширина стежка увеличилась. Можно толщину увеличить, например, до 5. То есть здесь... ничего не видно. Ну, давайте до 10 посмотрим, что получилось. Тоже не особо что-то меняется. Хорошо. Ширина края. Давайте здесь поставим 10, например. О, видите? Поменялась ширина края. И Edge Smoothing — это размазывание края. Насколько он будет гладким. Он сейчас стоит на единице. И, походу, это самое большое число. То есть от 0 до единицы. Если мы 0 поставим, то это очень резкие края. Если мы поставим единицу, то кое-какое сглаживание тут есть, но это не тот размер, на котором вообще-то это нужно смотреть. Давайте уменьшим на маленький размер. И еще раз перевыберем мы автофил. Вот здесь вот уже видно. В общем, если графика маленькая, то стежки выглядят вот так. Если графика большая, то стежки, сами видите, что происходит. И это у нас просто... Это уже слишком большое. Еще раз возвращаемся в графику. Ставим Satin Stitch. Нам же интересен вот этот способ. Окей. В общем, здесь куча разных штучек, которые можно покрутить. Есть какая-то галочка Offset, вернее, настройка Offset, и я полагаю, что она приподнимает эту вышивку над этим, как его... Не знаю, как это работает. То есть я пока что разницы никакой не вижу, но вы можете полазить. Я думаю, что тут, возможно, эта галочка нужна, если у вас материал какой-нибудь там мех или толстый, или еще что-то там. То есть при рендере вышивка вдруг пропадает. Думаю, что она за это отвечает. Есть у нас Particle Distance. Я сколько ни крутила вот этот Particle Distance, давайте поставим на 5 и посмотрим. Я никаких особых изменений не увидела. Самый минимальный Particle Distance, на который можно выставить, это 0,1. То есть я не вижу никаких изменений. Хорошо, давайте еще посмотрим, какие у нас есть вышивки. Так, Satin Stitch и последняя вышивка. Нет, не последняя, а последняя, предпоследняя. Это у нас Satin Stitch текст. Я не знаю, видимо, она предназначена для текста. То есть тут графику-то можно использовать не только картинки, а еще и текст. Давайте сразу покажу. Мы можем сделать текстовую графику. Мы можем здесь написать. У нас сейчас текст написан стал 3D. Давайте напишем вышивка. Оп. И разместим эту графику. Собственно говоря, можно попробовать вот так вот сделать это. Так, не туда она разместилась. Ну ладно. Давайте развернем на 180. Окей. И вот сюда. Так, теперь я могу выровнять только по горизонтали. Супер. Вот наша вышивка. Давайте мы ее сюда куда-нибудь повыше ткнем. Супер. Вот наша вышивка. Возможно. Так. Это нам нужно включить Use Artwork Technology. И где у нас Satin Stitch текст. Во. Прекрасно. То есть она понимает, что ей нужно вышивать текст, и, по всей видимости, она была именно для текста предназначена. Так,
Что еще? Потому что на графике я особой разницы не вижу. То есть на картинчатой графике. Так, убирай отсюда edit график. Нам нужно вот это вот. Мы делали Satin Stitch. Так, и последнее, что у нас есть, это Herringbone Stitch, стежки, которые зигзагообразные. Вот. Вот так вот это все выглядит. Как будто бы... Их вроде тоже можно поднастроить. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Так, Satin Stitch и Flat Stitch. Ну-ка, Flat. Что-то на флете эти стежки не сильно-то... Ну, кстати, прикольно выглядит. Как будто машинкой этой делали. Так, это у нас вот эта графика, да? Так. Здесь есть какая-то галочка «Вышивать по цветам». Если мы ее уберем, то что изменилось? Что-то не знаю, я что-то ничего особо не изменилось. Так, давайте попробуем на Satin Stitch. Если вышивать по цветам уберем, то у нас частота стежков меняется почему-то. Любопытно. Ну ладно. Дальше. Satin Stitch, ширина стежка. Ширину стежка давайте сделаем, например, 0,2. О. Все. Но в зависимости от ширины стежка меняется и количество стежков. Так. Дальше. Это что такое? Процент какой-то. Давайте уменьшим до 500. Что получится? Ага. Тут у нас, значит, частота этих стежков меняется. Ну-ка, до 200. О, прикольно. Слушайте, можно тут это накрутить. Ну-ка, 100. Ну, любопытно. В общем, мы пришли с помощью вот этой штуки к обычной вышивке практически. Здесь длина стежка в сантиметрах. Ну, давайте поставим 0,5. Что будет? Satin Stitch. Это прошу прощения, это не длина стежка, это space, пробел между стежками. Если я поставлю 0,1, типа насколько сильно будут вот эти пробелы между стежками. Могу поставить здесь 10. О, и пробелы между стежками будут очень большие. В общем, такие вот настройки. Я не поняла, что это вот автотhickness, то есть автотолщина. Но, по всей видимости, что-то тут можно настроить. Толщина. Давайте покрутим. Не знаю, ничего не меняется. Ну, вообще же ничего не происходит. Мне кажется, здесь какой-то глюк, когда вот эта автотолщина включена, вот этих всех настроек вообще быть не должно. А вот когда автотолщина отключена, мы должны иметь возможность крутить вот эти настройки. Ну, какого-то фига мы не можем. Ну, что-то ничего не получается. Вот, я сейчас убрала автотолщину, и что-то изменилось после того, как я покрутила. В общем, не знаю, здесь, по-моему, какой-то глюк. Дальше, что мы тут еще? Мы можем покрутить нормали, глянцевость, металличность и прозрачность. Это альфа, прозрачность. Металличность. Типа, насколько у нас много металла в нитках, глянцевитость, насколько они блестящие прям. И нормали это насколько... Сейчас, если мы на 0 нормали поставим, насколько это будет выглядеть, выпуклость вот это вот, видите? Вот она исчезает практически. Вот. Сила нормалей. Так. И из вышивок, пожалуй, что это все режимы, какие есть. Здесь есть другие всякие разные интересные режимы. Вот, кстати, прикольный режим. Он, к сожалению, виден только при рендере. Давайте посмотрим. Так, рендеринг.
Так, нам нужно синхронизировать. В общем, это режим типа какой-то ворса. Но здесь ворсинки какие-то прям, ну уж очень правильные. Знаете, для чего этот режим подошел бы? Это, наверное, классно бы было бы делать всякие махровые, не знаю, халаты, там, что-нибудь такое. Так, что тут можно покрутить? Use Fabric Transparency. Да тут особо в нем и нечего покрутить-то в этом режиме. Нету особо никаких таких настроек. Auto Thickness. И все. Ну, металличность, альфа, это мы уже видели. Так, и да, это похоже на вот это, знаете, вот эти полотенца. На махру от полотенца. Так, можем отсюда выходить. И что у нас еще есть интересного? Ну, все остальные... вот еще какие-то кучеряшки. Но они, по-моему, тоже только при рендере видны. Давайте глянем. Да, кстати, побыстрее уже как-то выглядит. Это похоже, знаете, на что? На ворс этого... Не знаю, как бы вам объяснить. На ворс этого... на ковер. На ворс ковра. Вот. Видите? В общем, если захотите делать какие-нибудь коврики... И тоже, кстати, на мохер похоже. Ну да. Прикольно. Что тут еще есть интересненького? Да, тут и написано Tall Embroidery. Вышивка на каком-то полотенце, что ли. Так, это всякие пластики. Ну, дальше это к вышивке, наверное, уже не относится. Это уже всякого рода печать. Про вышивку мы здесь рассмотрели, наверное, все режимы, которые нужны, мы рассмотрели. Теперь давайте посмотрим на то, какие у нас тут проблемы могут быть с этой вышивкой. Значит, уберу-ка я вот это вот. Допустим, то, как разместить один объект, да, там логотип какой-то, мы рассмотрели. А если мы хотим сделать какой-то узор по, ну, скажем так, по периметру вот этого вот всего, то что нам делать? По периметру просто вот так вот вытащить... Как же это вот? Да. Вот. По периметру просто вытащить один узор и как-то попытаться его тут разложить руками. Так, центр от... Так, разложить как-то руками, ну, не знаю. Ну, можно скопировать Ctrl-C, Ctrl-V и так далее. И сидеть вот это вот Ctrl-C, Ctrl-V и сидеть вот это вот руками делать. Ну, это, ну, как бы такое себе, честно говоря. Мне, например, бы такое не понравилось. Я думаю, вам тоже. Да, кстати, давайте настроим, что у нас будет Satin Stitch. Вот, поэтому, если вы хотите расположить один элемент вдоль прямой какой-то, это еще ничего, это мы можем сделать. Это делается следующим образом. Tile, X-axis, например. Мы по X раскладываем, тайлим, скажем так, мозаично вот эту вот нашу текстуру. Вот, можем уменьшить. И вот у нас получился как бы узор такой, да, из элементиков. Что мы можем сделать? Мы можем, кстати, у нее менять угол. Допустим, мы хотим под 45 градусов ее расположить, а не по там, или под 90. Вот так вот, например. Давайте я верну назад. Покажу еще. Значит, тайлить мы можем по Y, то есть по вертикали. Тайлить мы можем как паттерн. То есть заложить все. Вот, кстати, паттерны под 45 градусов вообще идеал. Оп.
То есть сделать такую штуку мы тоже можем. Это прекрасно. Но как нам разложить это все по периметру? Тут пока никак не получается. И что мы еще можем сделать? Что это за реверт оригинал? Вернуться к оригиналу. Угу. Окей. Давайте я верну на 0. А если у нас еще не просто нужно по периметру, а там какая-то криволинейная вся... Ну, то есть, например, у нас не вот такая вот, например, сторона, и нам нужно вообще вокруг вот этой вот дуги все сделать. Что нам тогда делать? Как нам сидеть вот этим вот заниматься и раскладывать? К сожалению, на данный момент в Style 3D нету такого механизма, который позволяет по internal line как-либо разложить нашу вот эту графику. Этого у нас тут пока что нет. Что мы тут еще можем? А давайте-ка я еще кое-что гляну. Мы можем делать расстояние. Assign to one grading. Так, это про грейдинг? Нет. Deformed overviewing. Это пока ничего нам не дает. X-axis пока что мы не можем даже расстояние отредактировать между вот этими элементами, чтобы оно не прям впритык было, а я, например, хочу сделать тут расстояние. К сожалению, у нас таких тут вариантов нету. Для того, чтобы сделать что-то по периметру, нам придется подготовить наш узор в виде там, квадрата или круга, чего-нибудь еще. У меня есть несколько узоров, давайте покажу. Так, мы создаем новую графику. И я хочу закинуть сюда... У меня есть... Что у меня ищешь-то? Друг, ты же у меня не то ищешь. Вот. Это в материал нужно закинуть. Значит, в текстуру мы закидываем. Идем сюда. У меня есть подготовленные паттерны. Давайте я открою вот этот вот. И я хочу, чтобы у меня был recolor. Пусть у меня будет синенький какой-нибудь цвет. Ну, такой. Так. Отлично. Так, дальше. Я хочу, чтобы это была вышивка. И сейчас я покажу, какие проблемы у нас наступают с вышивкой, когда в узоре много мелких деталей. А вообще, знаете что? Давайте мы сначала посмотрим на дефолте. Так, это было 235, 75. Так, давайте добавлю цвет, чтобы его потом не тыкать. И recolor. Значит, для начала мы берем... Ой, не туда. Мы берем графику и перетаскиваем ее сюда. Делаем ее... Графика. Align Centered Pattern. Потом мы ее расфигачиваем на нужный нам размер. И вот мы расположили по периметру наш узор подготовленный. То есть эти узоры нужно подготавливать обязательно. Для того, чтобы здесь это использовать. Потом, когда мы все это расположили, идем, выбираем нашу вышивку и смотрим, что получается. Это, кстати, платочек 1 на 1 метр у меня. Так, цвет у нас слетел. Мы его поправляем. Recolor. Окей. Так, и у нас вышивка тут вышла не та, которая нам нужна. Мне нужна Satin Stitch. И, на метровом размере это еще ничего. Еще какие-то детали у нас сохраняются. Давайте я сделаю копии. Так, копии. И мы
Сейчас я попереименую это все, чтобы я вам показала, что получается. Так, значит, мы идем не в Artwork, а где мы это настраивали? Текстура. Да, здесь. Значит, идем сюда, выбираем какую-нибудь другую. Алло. Что зависло? Так, кажется, сейчас все вылетит. Надо бы сохраниться. Так, проект чуть-чуть вылетел, я вернула его. Еще раз нажимаем сюда, выбираем еще парочку графики. Возможно, придется ее не, нормально, применился цвет. Хорошо, еще раз. Сейчас посмотрим разные всякие. Так. Давайте вот эту посмотрим. И посмотрим, как ведут себя детали на костюме. Так, Edit график. Давайте мы попробуем вот что сделать, чтобы не перетаскивать сюда графику. Я просто попереключаюсь вот здесь. У нас уже есть список здесь. Давайте переключимся на вторую. Так, нам придется ее настроить, чтобы увидеть. Опа. Ну, кстати, на таком огромном размере она реально выглядит более-менее нормально. То есть на метровом платке это выглядит классно. Но что если у нас бы был там сантиметровый платочек? И давайте мы глянем сверху, что получается с этой вышивкой-то. Когда мы увеличили графику и уменьшили ее, не пересчитав, то она выглядит ничего. Но что было бы, если бы мы изначально такой размер бы сделали? Было бы у нас вот что. Мы идем, это у нас вторая, да, сюда, делаем, допустим, автофил. Сейчас он пересчитает стежки. Так. И вот такая вот уже какая-то грязька у нас получается. Уже стежки какие-то не очень. Уже что-то как-то это все такое себе выглядит. Кстати, тут можно делать золотую вышивку. Смотрите, что можно сделать. Можно взять цвет какой-нибудь такой рыжий, да, и накинуть сюда, где у нас материал металличности. И все. И у нас золотая вышивка, кстати, издалека будет смотреться классно. Это какого у нас размера? Получается, ну-ка. Знаете, как мы можем это посмотреть? У нас где-то есть размер. Вот размер вышивки. 12. 12 сантиметров. Офигеть. Так, ну а что ж ты тут не пересчитался? Вот. На 12 сантиметрах, кстати, ничего и выглядит. Давайте посмотрим. Ну как, издалека будет смотреться вроде бы ничего. Давайте посмотрим на третью. Допустим, я возьму вот этот вот. Посмотрим, как у нас третья смотрится. Так. Стежки у нас уже... Ну, здесь, кстати, тоненькие вот эти линии и ничего такие. Так, какого размера у нас? 30 на 30. Давайте поставим 20. Посмотрим. И стежки нужно будет пересчитать, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. У меня, когда я делала тестовые всякие штуки,
Получалось вообще что-то прям капец какая фигня вот с этими тонкими жилочками. Очень плохо все было прям. Ну, прям съедало детали ужасно. Сейчас металличности добавлю. Давайте пересчитаем, посмотрим. Ну, сейчас вот, когда я снимаю для вас видео, почему-то все нормально. Знаете, в чем прикол? Я вчера обновила программу, и, возможно, они что-то пофиксили с этой вышивкой. И сейчас у меня самая последняя версия, и эти мелкие детали не съедаются. Ну, давайте я пересчитаю стежки, автофил, и посмотрим, что он нам тут скажет. Ну, кстати, ничего не съелось. Вообще прекрасно. Может быть, еще дело в размере самой картинки. Она у меня там 4 на 4000 пикселей. Возможно, чем больше само изображение, которое вы используете в качестве вот этого подложки, да, для вышивки, тем детальнее будет эта вышивка. Может быть, в этом дело, я не знаю. Давайте посмотрим, как она будет вести себя в большом размере. Ну, естественно, стежки нужно пересчитать, потому что они просто огромные. Идем. Это у нас 3. Делаем сатин стич и смотрим, как он себя ведет. Ой, блин, плотность стежков, конечно, великолепная. Я думаю, что все это можно поднастроить. Опять же, вот проблема. Смотрите, видите, как он вышивает вот этот цветочек. Ну, это просто, ну такое себе. Но я не знаю, возможно, никто не будет делать метровый этот платок с таким огромным узором. Может быть, если еще другую какую-то вышивку попробовать. Это у нас было embroidery, допустим, как он будет себя вести. Ну, это очень большая эта вышивка получается. Так, нам надо заново настраивать цвета. Это вот, кстати, очень большое неудобство, что при переключении нужно заново настраивать вот этот вот режим. Ну, не знаю, короче, ребята, мне на большом размере это выглядит так себе. Но я думаю, что на большом размере так вышивать такими огромными стежками точно никто не будет, поэтому, скорее всего, будет использоваться режим Flat Stitch, который типа как швейная машина зашивает тебе эту вышивку, и все. Вот такой вот типа будет режим использоваться. Мне не очень нравится, что видны квадраты зашивания этого. И я не думаю, что это можно как-то сильно исправить. Так, что можно сделать? Smoothing, offset, particle distance. Ну, тут, не знаю. Допустим, толщина стежка 2 миллиметра. Что-нибудь изменилось? Нет? Даже не вижу. Так. Допустим, 5. Ничего же не меняется, да? Это автотыкнес этот надо. Не, все равно ничего не меняется. На автофил, вернее, на Flat Stitch вообще практически, не знаю, ничего не настроишь ты тут толком. Теперь, что касается криволинейных поверхностей. Например, делала я себе такой проект. Давайте я покажу, я это сохраню и покажу, что я делала. Так, был у меня проект, наверное, вот этот вот. И мне хотелось там сделать тоже вышивку. Да, вот. Значит, мне хотелось сделать вышивку на вот всех вот этих вот местах, да. Вот, у меня криволинейные вот эти вот поверхности, видите? И вдоль вот этого всего нужно расположить эту вышивку. И, значит, что мне пришлось с этим всем делать? Я экспортировала всю вот эту, все свои вот эти паттерны, которые
Значит, что я сделала для этого проекта? Я экспортировала это все в иллюстраторский файл. Потом в иллюстраторе, сейчас покажу, значит, все эти паттерны в иллюстраторский файл, где можно было сразу сделать вот эти линии, ну, направляющие, по которым я пускаю узор. Я сразу сделала, да, здесь они мне уже не нужны, а где-то я сделала это внутри с этого иллюстратора. И вот у меня, значит, вот такой вот файл. Беру я вот это вот все, счастье, и делаю так. Экспорт AI. Так, пусть на рабочий стол летит. Так, сингл, у меня нету градации, поэтому single size. Окей. И я могу это открыть в иллюстраторе. Открываем мой файл. О, вот он. И что мы тут имеем? У нас есть вот эта линия, например, криволинейная, да? Вот это вот нам не надо. Вот это мы, например, вот эту точечку нам нужно соединить. И у нас получается вот эта линия. Вот. Вот эта линия единая. И у меня есть специальные кисти. Ну, были во всяком случае. Все, кисти у меня открылись. И вот когда у меня есть вот эта вот линия, я могу пустить по ней какую-то кисть. Например, такую. Или такую. Или такую. В общем, любую другую кисть. Единственное, что если толщина, если узор не помещается, нужно покрутить толщину кисти. У меня здесь стоит 1 пиксель, а можно поставить 0,5 или 0,75. В общем, настраивается это таким образом. Вот здесь вот у меня какое-то не очень красивое наложение. Я могу взять этот уголочек. Вот именно этот. Так, а что-то у меня тут с этим... У меня, видимо, 2 точки, да. Надо одну точку удалить. О, все. Здесь было 2 лишних точки, поэтому такая фигня. Но мне, допустим, не нравится, что здесь сплющило узор. Поэтому что я могу сделать? Я могу взять и вот немножечко закруглить. В общем, если не нравится расположение, что происходит на углу, мы всегда можем немного вот этот уголок покрутить, и что-то у нас тут изменится. Опа. Все. Теперь эту графику мы можем экспортировать отдельно, в отдельном окошке. Где-то у нас тут есть окошко для экспорта. Просто берем, перетаскиваем сюда и экспортируем. Допустим, это будет X. Все. Я хочу, чтобы это было большого размера. Выставляю я ширину, например, на 4000 пикселей. Экспорт. Экспортирую на рабочий стол. Дальше переходим в мой проект. Я создаю новую графику. Я могу создать ее сделать копию, просто подгрузить сюда новую картинку. Делаю копию. Вот она. Пишу 3. И сюда мы подгружаем другую картинку. А картинка у нас... Вот она. X. Открыть. Все. И теперь мы можем ее прихлопать сюда. Опа. Хорошо. Увеличиваем. Вернее, сначала мы ее выровняем. Align горизонтали центр. Дальше нам нужно ее увеличить. Так. И, по-моему, немного поднять. Ну, как-то так. Вроде бы она расположилась. Нет, недостаточно. Значит, что сделать, чтобы было как полагается? Давайте посмотрим для начала вот на что. Какого размера у нас... так, вот эта вот линия вся.
и вот эта вот вся линия, сколько это все занимает пространства. Так, 10,56 по ширине, да? Давайте на это ориентироваться. Переходим назад в инструменты, в ассеты, edit график, выбираем свою графику. Вот она. Что-то там было. Ширина 24. Что-то там 24, что ли? Блин, чего я туплю? Или 22? Блин. Вот, ну как так можно было, Оля? Ладно, еще раз. Так. Выделяем это. Это. У нас не получится так. Потому что мне нужно ориентироваться на вот эту вот ширину. Хорошо. Значит, не на срединную 23,19. Окей. А на вот эту вот ширину примерно. Идем снова в ассеты. Так, 23,19. О, все, идеал. Смотрите, как она круто встала сюда. Вообще. Обалдеть. И то же самое нам нужно сделать, например, с вот этой частью. Мы уже помним, что это должно быть 23,19. Окей. Смотрим. Вот она у нас, да? Вот эта вот линия. Берем ее, берем... кстати, мы можем... Мы можем скопировать... Нет, мы не можем скопировать кисть. Но вообще было бы классно. Ctrl-C, Ctrl-V. Дайте-ка я скопирую это сюда. Так, 0,5. Вот это мы делаем... Это у нас что? Вот это было. Так, допустим, 0,5. Да. Вот у нас здесь прекрасно все стоит. Давайте я это снова экспортирую. Так, вот сюда. Экспорт. Допустим, будет Y. Так, что-то я уже тут лишнего. Окей, экспортируем Y на десктоп и копируем копии. Сюда ставим 23,19, я помню, должно быть. Давайте скопирую, чтобы не забыть, пока я сейчас поменяю эту графику, все собьется. Вот, видите, сбилось. Вставляю. Окей. И вставляю сюда. Так. Угу. Немного ее куда-то утащила. Она не туда встала. Так, align. По горизонтали мы выровняли. И теперь нам нужно ее поднять. Чтобы... Я не знаю, сойдется ли она с... не очень она сошлась, конечно. Тут, к сожалению, так не получится, как хотелось бы. Видите, есть нахлёст. В целом, хотя бы оно совпадает по... так, нужно вниз немного опустить. В общем, издалека будет нормально смотреться. Вот такая у нас история. Так. Что касается вышивки, давайте попробуем хакнуть эту систему. Допустим, я все-таки хочу, чтобы пояс был вышивкой, а не вот тем, что у меня есть. Хорошо. У меня... Какого размера эта графика? Это у нас вот эта графика, да?
Она у меня 60. Допустим, я все-таки решила, что я хочу сделать ее вышивкой. Но из-за того, что у меня вышивка съедает вот эти тонкие штучки, и мы увидели с вами кое-что интересное, что если бы мы вышивку сделали на большом размере, например, да, так, это у нас, допустим, вот это будет сатин вышивка. И у нас был вот этот вот реколор, и металлический я хочу сделать металлическую вышивку прям хочу. То мы можем сделать следующее. Я могу увеличить это в 2 раза, допустим, сделать 120. Потом попробовать пересчитать на ней эти стежки. Выбираю, допустим, сначала flat stitch, потом satin stitch. А нифига не получается. Знаете что? Я подозреваю, что дело все-таки в размере текстуры. И текстура у меня была не очень большого размера. А где она у меня? Вот она. 3000 на 356. Допустим. Так. Ну, давайте мы попробуем сделать побольше. Это у нас был пояс, да? Так, я делаю следующее. Мне нужно сделать линию. Это что такое? Так, час прошел. Друзья, я уже что-то закопалась вам показывать это все. Ну ладно. Вдруг мне удастся найти классный способ сделать хорошую эту карту для вышивки. Так, и это у нас был что-то за это. Так, какая это была? Это не оно. Это, кажется, было оно. И размер у этой штуки был не 2, а 1 и 2, например. Или 1 и 3, с 1,5. Допустим, меня устраивает. Хорошо. Давайте экспортируем. Так. Пусть будет Z. Так, и я хочу, чтобы это было... Ну, фиг с ним, пусть будет 8000. Может быть, это спасет это все. Так, PNG, экспорт. Пусть идет на рабочий стол. Хорошо. И мы попробуем, вдруг получится. Если получится, то я буду самым счастливым человеком на свете. Так, идем на рабочий стол, выбираем эту штуку. Так. Не, нифига не получилось, но давайте пересчитаем стежки. Вдруг это поможет. Так, сатин автофил. Сатин стич. Нет, друзья мои, ничего не изменилось толком. Стежки как были покоцанные в этих тонких местах, так и остались. И что-то мне подсказывает, что проблема... Так, 60 должно быть. Давайте я это сделаю, допустим, 180. В 3 раза увеличу, пересчитаю стежки и посмотрю, что он мне сделает. О, боже, я не знаю, что здесь происходит, но что-то у меня все равно беда какая-то с этой вышивкой.
Возвращаем ей размер. 60. И ничего не получается. Все равно вот эти тонкие штучки все какие-то как-то не очень выглядят. Очень не очень. Что еще можно попробовать сделать? Не знаю. Так. Recolor. Desaturation. Вряд ли что-то решит. Так, металличность. Ничего не получается, друзья. Почему-то все равно какая-то фигня, а не вышивка. Но я для себя нашла альтернативу. Когда мне нужно показать большой костюм, да, и такую вот мелкую вышивку, я вместо вышивки, вместо вот этих стежков, они же все равно на вот таком расстоянии вы стежки эти не увидите. То есть, реально, вот вы же их нифига не видите. Чтобы показывать вышивку, это нужно, чтобы вот такое вот приближение было. А поскольку мне нужно будет показывать этот костюм издалека, то я для себя нашла следующий выход. Я просто выставляю другой стиль. И это вообще не вышивка. Этот стиль называется, по-моему, Silver чего-то там. Серебро какое-то там. Но я не делаю... Вернее, я не делаю это сереньким, я делаю это желтеньким, и у меня получается золотинка, а не серебринка. И таким образом я вышла из положения, когда мне нужно показать, вроде бы вышивку, да, но вроде бы с какого-то такого далекого ракурса. Вот. Что еще тут можно покрутить такое? На что это похоже? Так, это не то. Так, это тоже. Тут есть еще фольга. Так, окей. Recolor. Во. Видите? И у фольги есть даже какая-то такая помятость. Тут как будто бы это какое-то фольгированное тиснение. Тоже прикольный результат получается. И можно покрутить глянцевитость, насколько отражается это все. Можно покрутить нормали. Не знаю, наверное, больше единицы там нету смысла делать. И металличность, насколько это все будет слишком металлическим. Вот. Такой есть еще вариантик. Так, нормалки, наверное, на единицу было бы и неплохо. Так, как-то так. Все, что я могла вам поведать про вышивки, наверное, я вам рассказала. Про вышивки именно в Style 3D. Но если хотите делать настоящую качественную вышивку и текстурирование этих всех ваших изделий, то, ребята, я просто настаиваю, вы должны выучиться покраске 3D-моделей именно в Substance Painter. Потому что, это для быстрого пререндера, чтобы показать, я не знаю, промежуточную какую-то модель клиенту, как это все примерно будет выглядеть. Но если вы хотите что-то там прям в портфолио, то эти все способы текстурирования, они просто не подходят. Нужно осваивать Substance Painter для текстурирования и какие-нибудь программы для рендеринга. Хотите, не знаю, если вы в CG хотите, то, наверное, придется осваивать хотя бы Blender, может быть, Cinema. Если кто-то хочет в игровую индустрию, то Unreal. А для тех, кто именно со швейкой связан, тогда вам придется мириться с такими вот косяками и выходить из положения подобным образом. То есть не использовать именно паттерн вышивки на дальних каких-то этих самых, а использовать его на каких-то только самых ближних, не знаю, ракурсах,
где это прям видно, что это вышивка, и смотреть, чтобы не были очень тонкие узоры для этой вышивки. Ну, такие у нас компромиссы. Ну что, на сегодня я урок заканчиваю, а то слишком долго получилось. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было это полезно, интересно. Пишите свои предложения о том, что снять в следующий раз, какие вопросы вас волнуют, о чем хотелось бы увидеть какую-то информацию. И если кому-то нужна личная консультация, но вам не хочется светить ваш проект у нас в чатике в Telegram, ссылочка на него будет в описании, то у меня можно взять платную консультацию, проведу с вами эфир, запишу для вас видео, то есть в любом удобном варианте. Могу записать для вас персональный видеоурок по тарифу или провести с вами онлайн-встречу, где прям с вами будем сидеть и разбираться, что, как решать ваш вопрос. Ну, а с вами была Ольга Старшая. Рада была всех видеть. Всем классных проектов. Всем пока.